Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Андрей Алексеевич, конечно, такие, знаете, яркие события, Джоли, ТЦК, вот эти все покровские ужасы, которых, собственно, которыми вот эти все ТЦКшные приключения Джоли прикрывают, как бы тень бросают, перебивают информационно. Плюс очень яркие заявления мы слышим, как бы потужная поддержка зимняя ожидается всех украинцев. Вовина 1002, малоимущим или нуждающимся побольше. Значит, все это как бы бурлит и варится, но тут внезапно «Украинская правда» сегодня публикует материал о Миндиче. Интересный материал, и они там четко говорят, что ФБР взяли след. То есть ищейки, в общем-то, вышли на след Миндича, и, ну, как бы отмывание денег, все банально и просто. Как вы думаете, а не с этим ли связаны вот эти массированные информационные бомбардировки от офиса, власти, а уж не фронт сейчас во главе угла для Банковой? Буквально 2 часа назад, 3, мы прощались с Петей Назарчуком, моим соседом по дому, где мы жили, 28 лет. Парню было 39 лет. Он погиб 25 октября под Боровой, Харьковской области. И был добровольцем с 2022 года. Прекрасный был парень. Моя мама была у него первой учительницей, она его учила в школе. И вот был коридор, люди собрались. Я видел их лица. Мама его была. Была его семья, у него 3-летняя дочка осталась. И когда я вот смотрел на этих людей, я понимал, что главное, вот, что всех волнует, и что для них является основным, это вот именно вот эта война. И то, что происходит там на фронте, гибнут лучшие наши солдаты, патриоты настоящие, не те, которые ведут какие-то фейсбучные бои, а вот эти парни, которые 3 года молчали, они потому что они были заняты вот военным делом. И на этом фоне, когда вот читаешь вот эти все гадости, вот это все мародерство на крови, на войне, вот этого Миндича подонка, и ты вот как-то не понимаешь. Помните вот это вот в фильме «Кинзадза», этот замечательный эпизод, который почему-то советская цензура не вырезала. Когда они вот общаются там на этой планете Кинзадза, и говорит, тут понятно, тут все плохо и так далее. А где правительство? А им отвечают, а правительство на другой планете живет. То есть его здесь нет, на другой планете. Мы понимаем, что означает вот эта вот фраза, когда правительство живет на другой планете. Вот эту фразу можно применить в отношении нашей украинской власти. Оно живет на другой планете, другими понятиями, другими мыслями, что меня всегда поражало. Я всегда понимал, что политики, в общем-то, они должны бороться за власть, чтобы руководить. Но неужели вот 100% в твоей голове другой мысли нет, кроме как зубами держаться за свое начальственное кресло? Неужели тебе не жаль вот этих людей, которыми ты руководишь и которыми ты руководишь бездарно? Ведь ты же не решил ни одной проблемы. Более того, я же никогда не забуду, когда я сидел 21 мая 2019 года в зале Верховного Совета, и он так пафосно заявлял, повторяя одного из классиков, если правительство не решает наших проблем, оно само становится проблемой. Вы можете решить и помочь стране, возьмите ручку и напишите заявление об отставке. Александр, этот человек провалил все. Вот эти ребята своим героизмом, своими телами, они фактически душу и тело отдают за свою страну, а руководит им вот этот человек.
который не способен ни организовать мобилизацию, ни обеспечить вооруженные силы всем необходимым. Он не способен эффективно управлять военными. Он убирает всех тех, кто пытается хоть как-то объяснить им общую ситуацию. Окружил себя какими-то подхалимами, придворными вот этими вот, хорошее украинское слово, педлобузниками. И живет вот в этом придуманном мире, где ему приносят только хорошие новости. Плохих не может быть. И вот он нами руководит. И когда мы сейчас с вами говорим о Миндиче, вы помните, сколько слов пафосных было вылито про Свинарчуків? Да, «Я сделаю все», — кричал он. «Я сделаю все, чтобы ваше окружение больше никогда не было при власти». Он деолигархический закон инициировал. И что происходит? То есть раб, он никогда не борется против рабства. Борется за то, чтобы занять место рабовладельца. Так и вот эта команда зеленая боролась не против олигархии, как системы. Они боролись за то, чтобы самим стать олигархами. Вот когда сейчас пишут про Миндича, объясните, пожалуйста, чем этот персонаж принципиально отличается от всех тех, кого мы 30 лет называем олигархами. Где существует хоть одна сфера экономики Украины, где бы он туда не влез? И как он мог туда влезть без содействия высшего должностного лица? Он влияет на кадровую политику. Посмотрите, там же написано, что того же Чернышова он рекомендовал как хорошего парня, да? Он рекомендовал Германа Галущенко. Он рекомендовал Светлану Гринчук. Галущенко теперь министр юстиции, а Гринчук министр энергетики. Чем это каким-либо образом отличается от той кадровой политики, которую проводили предыдущие президенты, начиная с Кучмы, расставляя тех или других ставленников олигархических кланов на те или другие должности, деребаня государственную собственность. И вот на 7-м году президентства, первого срока президентства, мы себе можем задать простой вопрос. Мы вышли из той олигархической системы или мы вернулись в исходную точку, только теперь уже на новом этапе, на этапе передела, когда у одних, таких как Коломойский, забирают, а другим, таким как Миндич, передают. ну разница принципиальная. С Порошенко он шашлыки Свинарчук не жарил, отели, рестораны, как там пишут, да, в «Украинской правде». То есть такой статусный, скажем так, друг, очень близкий, как-то духовник или душеотступник. В общем, такой. Слушайте, Александр, вот сейчас существует такая компания Fairpont, которая якобы занимается производством дронов и даже ракет «Фламинго», которых у нас должны были наштамповать до конца года не менее 3000 штук. Оказывается, что эта фирма занималась каким-то дизайном. Чего-то там она разрабатывала дизайн-проект. И вдруг она становится главным предприятием по производству ракет и дронов. Не Южмаш, не КБ Южно, не КБ Луч. Компания Fairpoint. Особенно, я так понимаю, им нравится слово последнее. Наш Point. И они на полном серьезе рассказывают, туда отправлены государственные средства, которые идут на производство этих дронов. Туда завели международное финансирование $1,5 миллиарда в условиях войны. Когда все вокруг пишут о том, что это просто коррупционная кормушка. Вы знаете, я помню, как они кричали, что бизнес на крови, барыги наживаются, война продолжается, потому что это выгодно Порошенке, значит, и всему моему окружению. Я сделаю все, чтобы ваше окружение никогда больше не было при власти. Посмотрите, к чему мы пришли, дорогие товарищи. Это же не я пишу, это пишут уже журналисты, которые всегда были очень критичны по отношению к любой власти, в том числе и к Порошенко.
Украинская правда, да? Вы посмотрите, до чего мы дошли. Сегодня просто росчерком пера президент Украины лишает гражданства своих граждан. Как это было в случаях сейчас. Это же просто системно уже делается. Мне вот после того, как я выступил с критическим замечанием, позвонил Семен Фишелевич Глузба. Мы с ним давно знакомы, так общаемся. И он посмотрел, вот как только вот я выступил за то, что после того, как лишили Труханова гражданства, я покритиковал власть за эти вещи. Он мне говорит: вы знаете, Андрей Алексеевич, мне это уже начинает напоминать Советский Союз. Тогда тоже лишали гражданства, высылали из страны. Я говорю: Семен Фишелевич, я хочу вас огорчить. Скоро ваши навыки вновь понадобятся. А я хочу напомнить, что Семена Фишелевича наказала советская власть за то, что он, будучи врачом-психиатром, сделал вывод о состоянии генерала Григоренко, который критиковал советскую власть. И Семен Фишелевич написал, что он человек здоров, его не надо лечить. И его выпустили из Советского Союза, генерал Григоренко уехал, а Семена Фишелевича посадили в тюрьму, а потом в концлагерь. Он сидел там с украинскими диссидентами. Я говорю: вы знаете, следующим этапом после лишения гражданства будет опять карательная психиатрия. Ну как кому-то может не нравиться Владимир Александрович Зеленский? Ну это же больные люди, нет, Александр? Вот вам он не нравится, вот вы правильно, что вы так далеко находитесь. А здесь осталось очень много недовольных Владимиром Александровичем. Их надо лечить. Их и раньше было не так много. Значит, вот они все-таки никак не могут перевоспитаться. Значит, их скоро тоже будут лечить, правильно? Я так понимаю. Но логика действий власти именно такова. Они Смотрите, накладывают санкции на своих граждан, Хотя в законе написано, что это в том случае, если они занимаются террористической деятельностью. Но никто из тех, на кого наложили санкции, никто не занимался террористической деятельностью. Я смеялся, вот на суде сидел, Порошенко запретили, вы думаете, заходить на авианосцах в украинские порты. Ну, во-первых, у него авианосцев нет, но если будут, на всякий случай уже ему запретили заходить в украинские порты. И чтобы он там, не дай бог, эскадрилью какую-нибудь не нанял, его самолетом запрещено садиться в аэропортах Украины. Андрей Алексеевич, Гражданину Украины, Александр, гражданину Украины, народному депутату, который живет в Киеве, лидер партии, бывший президент, на него санкции наложили. А что говорит тогда о вас, о простом гражданине, у которого нет вот таких вот регалий и нет таких возможностей? Вы представляете, что у нас происходит? ну, И вы потом они знаете, как ходят и рассказывают, что у нас тут все чудово, все прекрасно. это просто квинтэссенция того, что происходит. Это вот ситуация с вот этой Джоли. Это просто. А сегодня нашли этого парня, которого задерживали, и которого якобы она, ну, в общем, освобождать приезжала в ТЦК, а они говорили, в туалет решила зайти. Это оказался, в общем, тренер по боевому самбо из Крапивницкого, Пищиков. Говорит, он не служил, там, он как бы не в охране, он просто волонтер. И вот ты сидишь так и думаешь, понимаете? И вот, вот видите, действительно, ТЦК бусифицировали. А ты задаешь простой вопрос. А как тренер по боевому самбо, у которого там, у него же проблемы были там со спиной, отсрочка какая-то до 25-го года, ну, какого-то периода, какого-то месяца. А как этот тренер по боевому самбо не оказался в окопе? Простите, ну, алкаш забулдыга, которых тягают обмочившихся по распредцентрам ТЦК, понимаете? И вот эти все, ну, скажем так, люди, они вот ими регулярно пополняются вооруженные силы Украины. Ну, то есть какой-то абсолютный сюр, абсолютно какая-то идиотская история с этой Анджелиной Джоли вскрывает на самом деле вот очень много пластов, дичайших вопросов, как вы выразились, да, вот как мы в этом всем живем. Я вам скажу следующее. Вот сейчас они инициативу выдвинули о том, чтобы произвести скрининг, да, людям старше 40 лет. То есть бесплатно каждый может пойти проверить свое здоровье. Вообще-то это страшная мина под всю нашу систему национальной безопасности и обороны.
Представляете, вот человек на фронте, его забрали, и ВЛК его, военно-врачебная комиссия его признала годным к военной службе. А сейчас, воспользовавшись этой программой, он пойдет и его обследуют наконец-то врачи. Окажется, что у него там какая-то куча болезней хронических, которых никто не заметил на военно-врачебной комиссии и так далее, и так далее, и так далее. И сколько людей после этого нужно будет списывать из вооруженных сил? Это с одной стороны. А теперь с другой стороны, вот вам тренер. Он там тренирует, но у него со спиной проблемы, он не может воевать. Я, кстати, с подобными вещами сталкивался в 2014 году, когда шла первая мобилизация. Я работал в исполкоме горсовета с заступником міського головы. И нужно, значит, военкоматы были разогнаны Януковичем. Нужно было мобилизовать 500 человек. 500 человек нужно было мобилизовать. И, слава богу, у нас был значит, отдел мобилизационной работы. И, соответственно, мы имели списки этих людей. Вот мы там ходили, помогали военным для того, чтобы провести эту мобилизацию. И вот у нас был патриот один. Тренер по борьбе. Он такой был здоровый. Плакаты везде по всему городу были развешаны. Значит, что вот он всех там приглашает в спортивную секцию и так далее. Патриот, он в вышиванке завжди был. Вот мы пришли к нему домой. Он живет на 3-м этаже. Александр, он выпрыгнул с 3-го этажа. И выпрыгнул удачно, потому что он попал на какую-то там кучу с песком и убежал. Лишь бы не мобилизовываться. И что интересно, вот эти все ребята спортивные, подготовленные, которые, значит, вот, являются образцом физического совершенства, у них у всех справки. Що вони не придатні до служби в армии, им нельзя, понимаете? Вот эти вот несчастные доходяги, которые там на себе по 50 килограмм носят с позиции до позиции, потому что и бронежилет, и боекомплект, и оружие, и все прочее. Вот они способны, а у этого спина болит, значит, он воевать не может. Он лучше Анджелину Джоли будет сопровождать. У меня простой вопрос. Если у него спина болит, и он ничего не может, зачем же ее сопровождать и охранять? Как же ты можешь драться? Если нападут на такую американскую звезду, да? Вот как ты ее защитишь? Ты же не способен, у тебя же справка. Или нет? Или здесь справки нет, а вот если воевать, то у меня справка есть. Люди вот как-то не понимают, что это чистый пример коррупции и двойных стандартов. Вот то, что мы сейчас смотрели. То есть защитить он бодигардом он может быть, а воевать и защищать страну он не может. У нас, подождите, у нас куча полицейских, куча ТЦКшников, прокурорских, которые воевать не могут, но полицейскими быть могут. И даже министр Клименко говорил, смотрите, они не обучены. У нас 140 пенсионеров, силовиков, 140 тысяч пенсионеров-силовиков призывного возраста получают от государства пенсию и не воюют. Это как? Но 185 миллиардов гривен они себе отсудили от государства дополнительной пенсии через коррупцию в судах. И нынешнее правительство собирается им начать выплаты по специальным бюджетным программам. Это заложено в новом бюджете на 2026 год. Я задаю себе вопрос, это как может быть? Ты призывного возраста, ты отслужил в силовых органах, стрелять тебя учили, любого из полицейских, он из пистолета хоть раз в жизни стрелял, правда, в отличие от тех, кто проходит сейчас базовую загальную військовую подготовку. И ты не можешь защищать страну. Почему? Что случилось? А что случилось? Судиться со страной ты можешь, деньги отсуживать в бюджет. А воевать ты не. Это как Шариков. На учет стану, воевать не пойду. И почему такое есть возможность? А кто его должен разыскивать, если он бывший полицейский? Его же коллеги из нынешней нацполиции, нет? Они делают вид, что они не могут его найти. Вот он исчез, и все. Мы его не видим в упор. А все почему? Опять же, потому что есть лицо, которое за это все в стране отвечает. Президент Зеленский, так в законе написано. Он этим не занимается. Поэтому вы там себе наловите людей, пойдите наловите. А якщо там, то це ТТКшники, вони такі, ой, які вони, це треба. Це вони гади. Я тільки переживаю, вболіваю за людей.
Вот говорил мне генерал Залужный, нужно 500 тысяч резервистов. А я говорю, а я не уверен. И пускай дохнут те, кто на передовой находятся. Ну, зато вот я хороший. Все остальные плохие. Вот когда у человека в мозгу не страна, а свое личное благополучие, вот, к сожалению, мы и имеем вот такой результат, который мы наблюдаем. Покровск ляжет пятном на Зеленского, потому что Бахмут, это я только беру вот эти, я далеко не захожу. Да? Я говорю о Бахмут, Авдеевка, Угледар, как бы не легли, ну вот откровенно говоря. Плюс там же не только Покровск сейчас, там и Купянск, где сообщают о 3 контратаках. Результат непонятен, но, скорее всего, будет 4 и 5, то есть неудавшаяся контратака ВСУ. Говорят о Волчанске, где там, ну, простите, просто никто не смотрит туда, в ту сторону. Сейчас все в основном на Покровск сосредоточились. Где там тоже проблемы на фронте. И вот все-таки ключевой, наверное, вопрос. Вот эта череда неудач, ну, одной Джоли и унитазом в ТЦК, в общем-то, ты не прикроешь. Соответственно, прилипнет или отскочит Зеленского? Это война, Александр. Я не вижу здесь никакой абсолютно трагедии. В конце концов, на войне не всегда мы побеждаем. Иногда приходится отступать. Не-не-не, трагедия подождите, трагедия это окружение, несвоевременный вывод. Вывод это тоже маневр, надо уметь принимать такие решения. Это жизни, это военнопленные, это семьи, которые сейчас не дожидаются плюсика в WhatsApp или где там, ну, как они общаются жены с бойцами. Плюсик есть, все нормально, жив. Понимаете? Это действительно, ну, это прям может быть серьезной проблемой. Александр, война – это и есть серьезная проблема. На войне бывает всякое. Понимаете, в чем дело? Может пасть Покровск, может пасть Мирноград, может пасть Купянск. Это война, тут никуда не денешься. Принимать решения на месте, оборонять их или отступать, конечно, должно военное командование. Я не владею военной обстановкой в этих местах. Поэтому я не могу оценить правильно, неправильно. Им виднее, потому что они специалисты, и они там на месте. С политической точки зрения падение этих городов – это, конечно, очень плохо. Но с военной точки зрения это не принесет перелома в ходе войны Путину. Если он этого не понимает и дальше лезет как баран, ну, он напоминает мне вот того героя из сказки про соломенного бычка, который вот зацепил его за бок, а дальше отцепиться уже не может. Он уже не способен. Поэтому так вот стоит и мычит. Помните, как у Лермонтова? Мы долго, молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Бородино знаменит. Война – это очень сложный процесс. Она уже идет 4-й год, и сколько она будет длиться, мне сказать сложно. Но важно одно. Вот тот прогноз, который когда-то давал генерал Залужный, он подтверждается. Война в позиционном тупике. Продвижение на километр, 2-3, как это демонстрирует как крупнейший военный успех, это, мягко говоря, существует только в мозгу кремлевских пропагандистов. Я правильно понимаю вашу логику? Если как бы мы отметаем, что у российской армии успех, то получается и поражения никакого нет. Но что значит поражение? Потеря Покровска – это поражение, Андрей Алексеевич. Отвечаю вам. Существовал такой замечательный царь Пир. Он все время побеждал. Только победы его назывались по сегодняшний день первым. Если вы считаете, что захватив Покров, положив в 7 раз больше солдат, чем Украина, которая его защищает, это победа, вы можете считать это победой. Ну, так а дальше чисто поле. Я добавлю только одно слово. Первого победа. Так вот дальше чисто поле. Солдаты пишут, говорят, мы вот сколько ездили, мы не видели вот этих линий укреплений. Остались линии укрепления, мхом поросли со времен Порошенко, когда, ну, вот АТО, и там грамотно, ну, вот эти, нарезали эти окопы, да, то есть, ну, там, ну, они как бы вот к ним потихоньку как бы и катятся, но их надо восстанавливать.
Понимаете, в чем дело? Тут очень и очень цинично, прежде всего, звучат вот эти, скажем так, ну, умозаключения ваши, прежде всего к тем, кто гибнет на передовой, и кого не выводят, кому не отдали вовремя приказ, только ради того, чтобы Наполеон предстал, ну, как это, Наполеон против Ржевского, да, был такой сериал, предстал во всей красе перед западными партнерами. Наверное, политический момент в этом присутствует, но опять же принимают решение военные. Это раз. Второе. Да Зеленский Тактика. принимает решение. Ну, как вам сказать? Зеленский. Вы видели Когда речь идет... вот эти кадры, Послушайте, вот кадры послушайте. вот эти видели, где Сырский там вот у Азов, Рубеж, там где еще с шевроном СС получал награду от Зеленского, вот там десантники, стоит Сырский, на нем лица Подождите, нет. о каком шифроне от СС идет речь? Я не совсем понимаю. Это Национальная гвардия, Рубеж. В момент приезда Зеленского и награждения вышел боец, у него было написано СС, электрик, с как бы расшифровкой «Сила свободы» или «Сила в свободе». Но Я СС такого не видел. известная. Я такого не видел, я посмотрю, не погляжу, что это был за знак. Но я вам хочу сказать следующее. Тактика малых групп просачивания. Кстати, Костя Машевец об этом написал очень правильно. Костя учился в том же военном училище, что и я. Вот он написал, она очень оказалась эффективной в боях городской застройки, потому что накопление сил происходит там, где люди могут укрыться. Вот там, где есть разрушенные здания, подвалы, они накапливаются и продвигаются. Что будет, когда выйдут за городскую застройку, а я так понимаю, что бои заканчиваются, вот этих агломерациях, нужно будет выйти в чисто поле. И там важно будет не столько иметь окопы, Александр, вот эта килл-зона 40-километровая, которая существует, вот представьте себе, вы направляете бойцов вперед, а прятаться им негде, они в чистом поле. Там нет ни руин, ни подвалов, ничего. И да, опять же, придется менять тактику продвижения вперед. Потому что в чистом поле ты находишься как на ладони, тебя видно. И вот там вот воевать будет намного сложнее, насколько я правильно понимаю то, что там происходит. Но политическое решение принято, и Покровск принято решение защищать. Правильно это или неправильно, покажет только время. Значит, Россия, наступая на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, двигается в сторону Запорожья, обходя все вот эти фортификации и линии обороны ВСУ. Об этом синхронно заявили и военный Бунятов, Айдаровец, кажется, да, и нардеп Безуглая. Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья, обходя Днепропетровскую область, всю линию, через Днепропетровскую область, всю линию обороны на юге, пишет Бунятов. Безуглая говорит, главу Лысака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстренько перебросили в Одессу, чтобы скрыть, задает вопрос Безуглая, в Днепропетровской облгосадминистрации теперь вообще некому принимать решения. В общем, бьют во все колокола, новая беда. В сторону Запорожья движется. Что скажете? Ну, они и двигались, насколько я помню, прорыв был летом. И там вот эта вот, извините, кишка длинная была. Где она сейчас? Она перерезана, и практически она ликвидирована. Я рассматриваю вот эти все стремительные прорывы и проходы как отвлекающие маневры от главного направления. Направление главное, где сосредоточил враг силы, это Покровско-Мирноградская агломерация. Вот там идут основные бои. Все остальное – это тактика, как я понимаю. Поэтому то, что командование определяет больше внимания именно удержанию основного района, где принято такое решение, с точки зрения военной это правильно. То есть они определили главный район, где они должны сдержать противника. И противник, кстати, тоже там сосредоточил основные силы. Распыляться сейчас на другие направления, это было бы стратегически неправильно. С военной точки зрения. Дальше дадут раду іншим. Потому что у тех даже средств для того, чтобы развить успех, не может быть, потому что основные резервы все сосредоточены именно в Покровске и Мирнограде.
Можно зайти далеко вперед, но если развития успеха не будет, вы оказываетесь в очень уязвимом положении. Тут как-то так. Получается странная логика. Значит, пройдя фортецию, ну там, фортецию Покровск, выходя в Чистополе, это на руку Украине. Соответственно, не так и важен и Покровск. Я это тоже читаю, да, Я так не сказал. у Я разных. сказал о том, что наступать будет русским намного сложнее в чистом поле, чем в Покровске, исходя из той тактики, которую они применяют. Я не говорю о том, что Покровск не важен. Важен. Потому что если бы он не был не важен, его бы оставили и отошли бы. Но этого не происходит. Наоборот, принято решение его защищать. Я прогнозирую события в случае, если они выйдут за границы агломерации. Но там же по-любому нет ни зданий, ничего. Там вот чисто поле, нужно будет его преодолевать. И окопы, значит, не нужны. Ну, скажем так. То есть, понимаете, в чем дело? Просто странная война получается. Наш окоп – это городок, село, городишко. Вот это линия обороны. А то, что чисто поле, ну, это чисто поле. Ну, как мы так Александр, страну того откусим. понятия линия фронта, которая была во Вторую мировую войну, уже нет. Давно нет. И войска не находятся вот в тесном соприкосновении, чтобы нужно было прорывать линию обороны. Она еще, как правило, 3 имеет эшелона. Сейчас этого нет. Сейчас огромные пространства контролируются только дронами. Существуют какие-то наблюдательные пункты, где противник, где ему очень сложно определить. То есть, фактически зона боевых действий, вот это килл-зона, где происходят какие-то боестолкновения. Продвигаться в зоне, где можно укрыться, как это ни странно, обычно, когда обороняющаяся сторона вела боевые действия в городской застройке, как это было во времена Сталинграда, это было преимущество тем, кто обороняется. Сейчас при наступлении, когда они просачиваются, вот именно застройка дает им возможность двигаться вот таким образом, как они движутся. Когда выйдут за межи населенного пункта, тогда ситуация меняется, прятаться негде. Тогда, опять же, вступают в дело вот эти вот все дроны и все эти прелести, связанные с вот этой вот войной беспилотников. Поэтому, как будет, посмотрим. Значит, прилет был сегодня в Павлограде, отключился свет и отключилось тепло, и, в общем, война катится в ту сторону. Кабы летят все дальше, обстрелы все глубже, и тыл становится, ну как, еще ближе, получается, к фронту. Ну, в общем... Александр, а Винница – это тыл или не тыл, с вашей точки зрения? Винница. Ну, смотрите, глубокий тыл. Ну вот в июле 22 года к нам прилетели ракеты. Погибло 28 человек. То есть, если бы россияне хотели обстреливать Винницу, они бы обстреливали. И мы бы не раз там в несколько месяцев видели ракеты прилетающие, а каждый день, если бы у них была такая возможность. В современной войне тыла нет. Просто есть зона, где идут интенсивные боевые действия, а есть зоны, которые они поражают. Сейчас долететь не только КАБ, не только ракета может КАБ долететь, может беспилотник прилететь. Все может быть. Сейчас вся территория Украины – это зона военных действий. Только разная интенсивность этих военных действий на ее территории. Как-то так. Сегодня разошелся, скажем так, спич Кима о том, он так вот взглянул в будущее и сказал, его спрашивают, а как вот через 10 лет? Через 10 лет я хочу, чтобы зарплата была средняя у нас 2000 евро, 1500 евро пенсия, и вот через 10 лет понятно, что мы в Европе, вот это все. Смотрите, какая-то странная вещь происходит политически, требующая, чтобы ее растолковали. Есть отчет по готовности и неготовности Украины вступить в Европейский Союз. Есть действительно геополитическая реальность, и можно там... Я, например, так-сяк отношусь к Кае Каллас, да, но относиться к ней можно вообще по-разному. Но она говорит важные вещи. Говорит, если мы не будем расширяться, значит, мы проиграли. Ну как,
как объединение, как Европейский Союз. Поэтому нам нужно это делать. И дальше начинают там уже выдумывать. Это уже как бы напускное. А давайте кого-то примем, но права голоса не дадим, а там, может, испытательный срок, а если что-то нарушат, выгоним. Ну, вот это вот все. То есть это уже как бы бюрократическая идет игра. Но суть, она вот четко уловила и дала такой посыл. И пошла дискуссия, так а мы вообще готовы, не готовы? Ясное дело, что не готовы. Никакой Европе, никаких ценностей. И вот это все, спросите, пожалуйста, с растоптанной Конституцией, пускай даже именем войны, проблемы колоссальные. Однако у простого народа, для которого это, собственно, говорит Ким, он же фактически что делает? Он же как вот Яценюк, помните, говорит, там, европейские пенсии, европейские зарплаты, ну вот это. Он повторяет этот нарратив тогда еще, да, вот того Майдана. Скажите, действительно ли это так работает на людей, когда сидит Ким и говорит, что будет у нас через 10 лет зарплата 2000 евро, а пенсия 1500? В 1920 году Герберт Уэллс посетил Москву. А Герберт Уэллс – это, в общем-то, писатель-фантаст. Не знаю, я вот как вы, я когда был маленьким, очень мне нравились его романы. И «Война миров», «Вторжение марсиан». Приехали они, сражались с британской армией. Там бедная, значит, там артиллерию имела, там попали в одного из этих вот чудовищ. Но все равно они победили, потому что у них там был технологический уклад лучше. А потом вдруг, раз смотришь, они все умерли. Погибли от земных болезней, с которыми они не способны были бороться, их иммунитет не был. Да. То есть я к чему веду, что у Герберта Уэллса была замечательная фантазия. То есть это был писатель-фантаст. И вот он встречается с Лениным в холодной Москве, в голодной, 20-й год. А Ленин ему начинает рассказывать о том, какие у них там планы, да, по индустриализации, значит, по коллективизации не было, по электрификации страны. Вот он это слушал. И когда он вернулся в Британию, он написал статью, называется «Россия во мгле». А Ленина он назвал кремлевским мечтателем. И вот после этого все советские вожди вот любили вот этот эпизод вспоминать. Дескать, даже у великого фантаста не хватило фантазии представить себе, что будет через 20 лет. Рисовали Ленина на фоне вот этого плана Голыро, который, значит, из России Неповская будет Россия социалистическая и так далее, и так далее, и так далее. Разница только одна. После того, как Ленин умер, его партия и его последователи, они все-таки вот действовали по определенному стратегическому плану. И они своих целей добивались, потому что они работали. А если вы посмотрите на Кима, то самой крутой фотографией Кима является то, как он сидит за своим губернаторском кресле, а ноги у него на столе. И я понимаю, что на публику это производит неизгладимое впечатление демократичного руководителя и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы спросите, господин Ким, а что ваша администрация сделала для того, чтобы защитить город Николаев от ударов дронов? Я не говорю о ракетах. О ракетах эта армия должна заниматься. Как у вас защищены объекты гражданской инфраструктуры? Как у вас в городе идет мобилизация? Как у вас в Николаевской области решаются многие вопросы, связанные с обеспечением вооруженных сил, поддержанием общественного порядка? Если вы с ним начнете говорить на эти скучные темы, вы вдруг поймете, что Киму это все неинтересно. Ну, просто неинтересно. Вот рассуждать о $2000 зарплаты, там, 1500 евро пенсии, это да. Тем более, это же будет потом, а не сейчас. Если вы помните, Наталья Юрьевна Королевская тоже когда-то говорила, Украина в порядке. И тоже говорила о $2000 зарплаты и 1500 евро пенсии. Так что можно сказать, что это уже плагиат. Эти идеи уже были высказаны до Кима. Ну и учителям обещали, помните эти ролики? Ну так это же... В офисе платить. Какие 2000? О чем вы говорите? Перестаньте, да. Вот в этом вся проблема. Они языком очень годны болтать.
Вы от меня слышали, как от министра соцполитики, который бы я рассказывал о европейских пенсиях, европейских зарплатах? Ну, вам никак не могут простить фразу, что украинцы багато едят, понимаете? Вы будете смеяться, но я вот всех тех, кто мне вот это говорил, прошу, говорю, покажите мне, где это я сказал. Ну, вы разумеете, это так мы поняли. Ну, говорю, если вы так поняли, это ваше дело. Я же не буду вам объяснять. Пожалуйста. Можете взять первоисточник и посмотреть. Но я к чему? Когда ты находишься, когда ты работаешь на какой-то государственной должности, ты должен четко понимать свои возможности. И фиксировать нужно и определять, как человек работает, по двум показателям. Ты фиксируешь ситуацию, которую ты принял. Вот она. Это нулевая точка отсчета. Да? И по этим же показателям ты смотришь, когда ты уходишь, и сравниваешь. Если вот эти базовые ключевые показатели твоей работы выросли во время, когда ты работал, это одна позиция. Если они не изменились или наоборот упали, значит это минус. И когда ты начинаешь с людьми разговаривать, вот какие базовые, скажем, показатели по социальной политике? Минимальная пенсия, минимальная зарплата, средняя пенсия, средняя зарплата и так далее. И когда ты им показываешь цифры, пожалуйста, посмотрите, ребят. Не, ну да, а вот... Я говорю, послушайте, я же вам не говорю, что было раньше или что будет после меня. Я пришел, вот это было, правильно? Я ушел, есть вот так. Смотрите, ну Это сейчас, объективно, сейчас же объективно. объективно, смотрите, все вывозится на таких вот этих акционных вещах. Акция, как в супермаркете, понимаете? Вовина 1000, мы поддержим вас. 6 тысяч гривен, вот эти 6,5, уже Гетманцев кричит, сейчас шахраи, мошенники, они сейчас вот карточки там оформлять заставляют. Не ведитесь, это все через Дию получать будут люди. То есть там уже схемы уже продумывают, как их обналичить, эти деньги, понимаете? Идет такая массовая раздача денег. Но больше всего, вот вы там о военных, по военной части немного поспорили сегодня, но тут больше всего другой момент. Вот удручает. Значит, планируют контракты в ВСУ на год, 2, 5, 10 с выплатой там сразу какой-то суммы, а потом в течение определенного времени, ну, в зависимости от того, насколько контракт, вот этой вот большой. Короче, абсолютно какой-то вот ничтожество вообще это предлагает. Почему я так груб, вы спросите? Да потому что хотели скопировать, ну, российские подходы, а денег нет. Деньги растырили, понимаете? Хотели, как в России, только у россиян сразу дают. Пришел сразу, вот тебе федеральная, вот тебе региональная. Да, там играют цифрами в последнее время. А тут тебе растягивают, а ты не доживешь. Потому что все как-то забыли, сколько у нас средний срок жизни вот этого мобилизованного, которого отправили в учебку, где из-под палки чему-то научили, а потом на фронт погнали. Сколько он живет? Да? Ты понимаешь, что это не 10 лет с этими миллионами, 7 или сколько там, 8 миллионов гривен. То есть, ну это вот разрабатывают на фоне того, что сейчас абсолютно без этих выплат, не считая 18-24, ну там их горстка, потому что все открыли границу и уехали, сидят абсолютно, ну, за зарплату, гибнут военные. Без этих условий, которые еще воюют, как вы вначале сказали, да, вот еще там с самого начала боевых действий, насколько это справедливо по отношению к ним, это такие общие вопросы. Ну и главный, откуда у него деньги на все это? Помните анекдот? Когда приезжает кавказец в советское время в Москву, садится в такси, его таксист спрашивает, куда едем? А он так спокойно, глядя вперед, говорит, едем у принцип. Говорит, что это такое? Я знаю, наверное, магазин. Мне сказали, что в Москве ничего нет. Но в принципе есть все. Вези меня в принцип. Вот так и тут. Денег нет, но в принципе есть, если нужно обеспечить какие-то хотелки. Вовину 1000, кэшбэк, там, Єоселя, там, чи нема оселя, не знаю, что-то там и прочее. Вот на все вот эти вот вещи деньги находятся. А на то, что нужно, денег нет. Поэтому я не знаю, как они... Я вообще не понимаю, в чем вы меня пытаетесь убедить, Александр? В том, что у нас главнокомандующего мозгов нет. Я это знаю. Я об этом постоянно говорю. Может быть, я разглашаю военную и государственную тайну, но это же видят все, по-моему, нет? Если человек не способен управлять,
Вот отсюда возникают все эти дурацкие идеи. Какие контракты по миллионные и прочее, прочее, прочее. О чем вы говорите? Вы же вот этими вот вещами подрываете боеспособность действующей армии. Человек с 22 года воюет. Ни сна, ни отдыха. На передовой там не вылазит. Воюет вот за те 20 тысяч гривен средней зарплаты, которая есть у военных на сегодняшний день. На секундочку. И тут ему говорят, ну, это хорошо, что ты там воюешь. Ты будешь дальше воевать. Сейчас мы вот наберем там на это самое, и вот они там и так далее, и так далее, и так далее. Что вы творите? Как это может решить проблему некомплекта личного состава? Это не решает этот вопрос. Для того, чтобы пополнить вооруженные силы Украины, нужно навести порядок в мобилизации. Нужно, чтобы воевали все, а не только дети рабочих и крестьян. И показать пример должна власть, в первую очередь. В конце концов, когда большевики хотели брать Кронштадт, восставшие, они не проводили мобилизационные мероприятия в России. Они из делегатов 10-го съезда РКПБ создали штурмовую колонну, которая пошла по льду Финского залива штурмовать Кронштадт. И огромное количество их полегло просто-напросто. То есть они были готовы за свою идею положить и свою жизнь, и чужую. И клавши чужие, они свои не жалели. Поэтому не победили. А если вы считаете, что вы вот в тылу отсидитесь, а кто-то там вас защитит, а мы ему заплатим деньгами, ну это же абсолютно провальная идея, Александр. Это же понятно с самого начала. Так это не работает. Копировать противника, его методы. Противник создал свои методы мобилизации, потому что понимает, что энтузиазма воевать нет. Поэтому нужно стимулировать. Деньги есть, давайте стимулировать будем наемничество. Но у нас нет денег, и самое главное, нам нет необходимости заниматься наемничеством. Нужно навести порядок мобилизации. Отправьтесь сами на войну. И дальше уже имеете моральное право требовать от других, чтобы они тоже воевали. Тогда можно ужесточить меры, если вы воюете. А если вы сами не воюете, а только требуете дати право розстрілу тих, хто там відступає від позиції. Ну, хорошо тебе так в Киеве сидя в теплом помещении, рассуждать о том, как должны себя вести командиры и солдаты на передовой. Отправьте своих детей на фронт, ребят. І скажите, что, ребята, вы будете служить тут стільки, скільки треба, без будь-яких термінів служби. Вот пока там что-то с вами не случится, либо вас пока... Ну, это же как в штрафбате раньше, да? Либо ты погиб, кровью смыл позор своего поведения, либо ты тяжелое ранение получил, и тогда тебя, значит, переводят в какие-то нормальные войска, подразделения. Но этим надо заниматься. Это непопулярные решения, их надо принимать. А он не хочет. Он не желает. Потому что он понимает, что в этом случае у него никаких шансов переизбраться не будет. Пример Черчилля ему в науку. Да? Черчилль 6 лет надоел англичанам хуже горькой редьки. Как только война закончилась, они его тут же отправили говорить спасибо, до свидания. И он не хочет. Он хочет быть вечно при власти. Отсюда все проблемы, Александр. Отсюда. Вот я вот пытаюсь людям объяснить. Це Єрмак, він так... Послушайте, говорю, вы же поймите, что Ермак и Зеленский – это одно и то же. Один играет роль президента, он играет Голобородько. Он читает текст, он там щеки дует, он там небритый ходит, он там и так далее. А второй выполняет его работу. Уберите второго, нужно... Вы не думаете, что Голобородько тут же займется государственными делами. Он не займется никогда. Он будет искать следующего, кто вместо него будет работать. Вот как в том мультике. Помните, как говорит, что говорит, ты пальцы, говорит, вы за меня загибать будете? Ага. Двое из дворца одинаковых с лица. В этом проблема. Но они все ругают Ермака, а Зеленский, он хороший. У людей нет понимания того, как эти вещи взаимосвязаны. И что вся проблема государства. Ну, а как Ларечников может управлять? Как может, так и управляет. Потому что больше мозгов не хватает. План стійкості, формула перемоги, там, глобальный форум миру. А заняться нормальными государственными вопросами, стратегией, они не могут, как когда-то Зеленский говорил, нам некогда думать стратегически. Я бы еще добавил, да и нечем, в общем. А потом все удивляются, почему? Да вот потому. Наполеон еще предупреждал, что стадо баранов, которым руководит лев,
обязательно победит стадо львов, которыми руководит барон. Это как про нас написано. 15 января 25 года все закончится? 26 года? А что именно должно закончиться? Ну, война. Нам сказал Равин, нам Тимошенко намекала. И все как-то подозрительно с Днепра, оттуда, с этого куста. К чему бы Ну, это? как вам сказать? Ну, мне это напоминает, вот помните, вот когда-то Хрущев пообещал построить коммунизм к 80-му году. Партия торжественно обещает, следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Потом наступил 80-й год, была Олимпиада, как-то вот не до коммунизма было. И как-то потом сроки начали смещаться, сдвигаться. Все никак коммунизм не наступал. И пришли к выводу, что раз нельзя построить коммунизм во всей стране сразу, давайте его построим в одной отдельно взятой квартире определенных людей, номенклатуры. Да, там, и начали строить коммунизм в одной отдельно взятой квартире. Потом начали возмущаться трудящиеся. Что с ними делать? Значит, надо каких-то группы людей приобщать, чтобы они тоже чувствовали себя при коммунизме. Так возникла идея льгот. Вот вы никогда не думали, Александр, вот представьте себе, после войны, да, миллионы людей погибло. Миллионы коллег. Воевали практически все. Какие могли быть льготы в такой стране? Никаких. Потому что все в одинаковом положении находились. И вот проходит там 30-40 лет после войны. А что такое коммунизм? Это когда ты, как объяснили простым языком, ты заходишь в магазин, там все есть. И ты берешь сколько хочешь и не платишь. Бесплатно. Вот льготы. И вот начинают раздавать льготы. Значит, вот смотрите, вот там участники Куликовской битвы. Прошло 600 лет, их там, может, осталось 2-3 человека в живых. Мы их тоже приобщаем к коммунизму. Ты приносишь справку о том, подписанную ханом, ну, не знаю, там, Мамаем, да, или Дмитрием Донским, что ты там принимал участие. Или ты там, да. Пожалуйста, вот тоже можешь заходить, брать все, что хочешь. И вот таким вот образом приобщали определенные группы людей к практике коммунистической, то есть к тем условиям, в которых жила партийная номенклатура. Вот такими черепашьими темпами, возможно, лет через 300-400 уже где-то бы половина населения жила бы при коммунизме. Но оказалось, что сам строй по себе, он не жизнеспособен. Он рухнул раньше, чем успели распространить его влияние на все общество. И потом многие люди, которые стояли в очереди за этим делом, да, и вот раз, и ты вроде бы как уже продвинулся вперед, а вот взяла, и вот это все рухнуло. Людям обидно было. Поэтому Петр Николаевич Симоненко паразитировал еще 30 лет после того, как это все развалилось. Ну, если серьезно, то это все, понимаете, ну, вот как-то так. Вот так, как есть. Так а почему Это... украинцы соглашаются с этим? Ну вот, понимаете, вот мы с вами там ходим уже на 3-й или 4-й круг зашли, но все как бы, всех все устраивает, понимаете? А если там чего ты против скажешь, лучше я помолчу, потому что скажут, что агент Кремля или еще какой-то, лучше нет. Потом, не на часе, позже. А люду, а землі одна Сибір неісходима. Що й лічить від молдаванина до фіна, на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує. Это Тарас Шевченко, поэма «Кавказ». Ну, который отщепенец в сегодняшней идеологической рамке. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазираючи, нема країни, щоб загарбить і з собою взять в домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брат. А той пишний та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може так і треба? Это вечная проблема, Александр, в нашем народе. Вечно. Ее классик определял, юродивыми называл. Говорил, о роды суетный, коли ты выдохнешь. И вот типало від вот этого вот рабского отношения к действительности. Ну, так как оно есть.
Поэтому говорить о том, когда это закончится, я не готов. Да, Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Андрей Рева будет отмечен как пользователь YouTube. Переходите, интересуйтесь его выступлениями на этой платформе. Андрей Алексеевич, спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.